Вы когда-нибудь мечтали, чтобы вас задоминировала сильная и властная госпожа с тяжелым взглядом? А? Потому что я... Блять, Банросах, кто тебя из палаты выпустил? Ну а вообще, вряд ли наши сегодняшние клиентки дают над кем-нибудь доминировать. Скорее наоборот. Вероника Сулат, госпожа черных кораблей, имеет 35 хп и обилку на дебор карты за 2 маны. И все. И все. Потому что вторую часть способности реализовать себе в плюс буквально невозможно. Дека родилась из одной мысли: а чё если попробовать сделать играбельными дорогие бесполезные машинки и сестер? Спойлер. Получилось 50 на 50. Все максимально просто. Кидаем сильных солдатов-сестер, сильных нейтралов, разгон очка и НУ. Короче, Аквизитор Харона Ледяное Сердце. Кстати, отдельно для тех, кто скажет: фу, поломанные нейтралы в колоде. Не считается. Дека говно, а ты тупой метард. Весь этот опус — это попытка найти, как и всегда, компромисс между фаном и результативностью. Желание выигрывать — это нормально, а частые проигрыши на тир-3 мусоре и пребывание в постоянном тильте вполне могут заставить некоторых товарищей фаломорфировать и начать изливать беспричинные потоки желчи. Не будем показывать пальцем. Чем думали ИГшники, когда обофали Харон? Ну тем же, чем и всегда. Жопой ебаной. Вот сейчас добавим дорогому неиграбельному мусору одну атаку. Заиграет сразу. Смысла столько же, сколько и в нерфе Сарпати, если не меньше. Хотя на самом деле карта и не такая трешовая. Потерю хода может компенсировать, если в руке будет что удешевлять. С Ледяным Сердцем поинтереснее. Прикрытие добавило ему пользы. Теперь это эдакая стенка-матрешка 7-9 за 8. Для современного ХХЛ очень слабые статы, но хотя бы потруднее ощущается. Боится сбоя, очень боится сбоя, стоит это держать в уме. Лицо. Однако, эта штука может и спасти. Ангроном, например, она очень не нравится. С мулиганом все до безобразия просто. Ищем бурые разгонки, свапаем все дорогое. Да. Иногда можно попробовать реализовать вторую часть обилки и очень щедро отдать карты в начале. Например, поражать дочерей бездны через бур на первый ход. Отдельно стоит поговорить о недостатках колоды. Она, в принципе, страдает от того же, от чего и многие колоды с картами дороже 6. Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я. Поднял бабла, машина в линию дала. У тебя талант, братан, Так какой? играть онлайн. Все говорят, А как поднять бабла? куда нажать? Ази на 3 топора. Весь дорогой хлам заходит в стартовую руку, мана кривая ломается, а следовательно ломается весь план на игру. Еще и сейвов особо нету, только Стражи Раптора. Хотя знаете, это наверное та самая колода, о которой говорить бесполезно. Лучше смотрите, передаю слово Банросаху. Всем еще раз здорово. Первый матч против Харуса самолично. Бомж в волчьей шкуре в нынешнем ладе. Минатус не на первый, но на второй ход, и мы его разменяем, базарю. Красивый размен, вот за что я люблю сосненьких сестричек. Убил, ясен хуй, надо было получается ебан народу ставить, но я слишком понадеялся на отсутствие Римула. Опять захотелось проебать ход, добрать дешевую шлюху. Опять ошибочка. Опять я долбоёб. И вау, как неожиданно, малобрость с семеркой. На следующий ход сестричку завалят дешевым мясом и покажут прелести анального секса. А ведь все это решалось 1/10. Но ее нет. Потому что кое-кто не хотел прожимать ебан народ.
Хотя может быть десятиной не выпало бы. Жестоко и глупо, но жизнь такая. Так, сейчас идем на прием к проктологу. Проктолог хуёвый, носит бесполезные единички. Без тебя меня нет, они говорят, это бред, это солнечный яд, золотые лучи. Блять, слишком много бесполезных единичек. Забить всю деку мусором звучит пиздато. Я считала столбы и растерянных птиц, без тебя меня нет, отпусти, до угла по стене, мама, папа, прости. Я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, я сошла с ума, мне нужна она. Какой же тупой и бессмысленный план на игру, высрал всю руку, ее разменяли, и ты, роняй кал, съебался с матчем. Но этот проктолог убил шлюху и сдаваться не собирается, он ведь магистр Табдека, и хорошие карты в колоде у него все-таки есть. Раз, два, после 5, мама, папа, прости, я сошла с ума. Раз, два, после 5, мама, папа, прости, я сошла с ума. Десятина спасает от пиздюлей. Настало время воссиять ледяному сердцу. Мужики говорили, что концентрация таких тупых проктологов повысилась из-за меховского батлпасса, но мне кажется, это все началось с вводом новых нейтралов резни на месте высадки. Короче, неважно, но дорогие проктологи, если вы делаете задание батлпасса на деке из говна, делайте это хотя бы не в ладдере, чё позориться. Сука, ну все есть, все с Табдека приходит. Ничего, скоро он умрет. Я как-то раз был у проктолога, удовольствий мало, но цитирую Керза, иногда самые величайшие дары спрятаны в самых темных местах. Для контраста покажем вам сейчас еще одного проктолога с нормальной декой, смотрите и учитесь, как надо, пацан красава, адекватную деку собрал. Ну, бета-буле разве, что сомнительная хуйня. Завезло по-царски, вяочки дало. Уж было хотелось задавить его, но Ворокс все разменял. Ура! На сцену выходит ледяное сердце. Бля, как же мне нравится его играть. Соперники, наверное, в полном ахуе сидят, что это за штуку я сейчас вижу. Многие его даже в ивентах не наблюдали. Хитрый магистр анальных наук почти все разменивает ультраксами. Соблазн сролить что-то тяжелое был слишком велик, но увы ах.
А здесь не повезло нашему врачу, самая смешная блажка на +1 здоровье. Тем не менее, он опять все соскоблил. В ход идет тяжелая артиллерия. Еще одна блажка, да сколько можно. Как утомительно. Когда я сказал, что отнял эти розы в киоске на Первой Ямской, как было тепло. Все короче, я заебался крайне сильно, не буду больше по проктологам ходить. Тьфу. Рядом Жиган и хулиган в нашей Твери. А что это у нас тут? Вороана. Это уже вообще не смешно, такое ощущение, как будто каждый 4-й матч это как окорокс. Крылатые твари все множатся и множатся. Зато дали разгонки, сейчас разгонимся, ух. Просадил я чуть позже, в делах узелки затянул, а наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на Трехсвятской, твоим нас с тобой рисовал. Боже праведный, ну вы посмотрите, как наш китайский друг топит в лицо, бесит сука. Торта сожрал. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка Пай, рядом Жиган и хулиган. Еще отсечение пернатости прожмем, чтоб неповадно было. Даже среди шкур центровых, девочка Пай, ты не грусти и не скучай. Овца шебутная, Аннигилятор пиздец как рано вышел. Короче, образцовый пример матч, вот бы эта колода всегда так играла. Хуй знает что еще тут говорить, я устал и упоролся, поэтому расскажу вам анекдот. 3 американские проститутки, бабушка, мать и дочь, беседуют в 80-е годы про экономику. Мать говорит: вы молодежь совсем офонарили, чарджит за минет 50 баксов, вот мы в 50-е делали минет всего за 20-ку. Дочка восклицает: ничего себе. Бабушка: а сколько вы требовали в 30-е? Бабушка отвечает: ах, внучка, тогда была Великая депрессия, и мы были рады просто похлебать горяченького. Вот и думайте. в нашей Твери нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка Пай, взяли меня, ты не скучай. Милая моя, Ворона кончилась, у этой сказки счастливый конец. а потому что завязал для тебя. Мне иногда хочется... Вот такие дела, решайте сами. На превосходные результаты Дека, конечно, не претендует. Вряд ли получится сильно лучше 60% Венрейта ее разогнать. Но вроде как забавно. При съемках ни один ебучий шакал не пострадал. До свидания. Спасибо за внимание. Дернул за канат, и макака поймала банан. Сегодня я гуляю, и бабки не влазят в карман.